Дамы и господа, дети любого возраста, приветствуем вас в обзоре Sackboy «Большое приключение». Рассмотрим ее и как отдельный проект, и как идейную продолжательницу серии Little Big Planet. Притом рассматривать будем через призму игры кооперативной. Изначально это сингл-игра, в которой присутствуют отдельные уровни для игры вместе. Однако на самих уровнях недвусмысленно намекают, что вполне удобно будет играть вдвоем. Максимально можно подключить 4. Главный джойстик лучше отдать самому быстрому, смелому, ловкому и умелому, ведь если второй игрок останется за границей экрана, то его ловко подтянут на пропеллере, притом с которого он не обязан спускаться хоть до конца уровня. Sackboy — это платформер. В нем все такое милое и мультяшное. Но не стоит обманываться, детскую игру уж точно не назовешь, хотя она детей и привлекает. Игра постепенно наращивает сложность, заканчивая на зубодробительном. Конечно, ее все еще можно пройти, в отличие от того же Cuphead. Управление укладывается в несколько кнопок: прыжок, шлепок, зацеп, перекат. Кстати, если постоянно спамить перекат, то вы будете кататься как колобок. А сам уровень может из 3D перейти в вид сбоку, сверху или вообще с неумолимо движущейся камерой и догоняющим вас врагом или лазерной стеной. Тут мы сталкиваемся с фантазией автора. Уровень затапливает, качает или пола вообще нет, пока не подсветишь его себе медузой. Если все же прохождение уровней вам надоест, можете уделить внимание испытаниям в стиле «сдохни или умри». Испытания так названы явно не зря. Пройти их на золото и получить за это все синие сферы намного сложнее, чем на обычных уровнях. Кстати, у игры есть ачивка пройти все испытания, неся второго игрока на руках. Так что если кому-то недостаточно челленджа, можете трайхардить для получения данного достижения. Игра погружает нас в мир творчества, где мы путешествуем по планетам и помогаем всем и вся. Стоит сказать, что стилистически игра сделана очень классно. Каждый элемент сделан как будто бы вручную. Тут и картонные фигурки, вязаные лохматенькие кораллы, цветы из бумаги и блестящая вода. Можно долго рассматривать даже саму карту. Для прохождения дальше нам требуются голубые сферы. Их на уровнях разное количество. Чаще всего они спрятаны, некоторые из них находятся по заветам Нолана на секретном уровне внутри уровня. За сбор всех сфер награждают наклейкой в артбук. Однако это не обязательно, сфер хватает наперед, хотя мы испытывали удовольствие, решая головоломки, чтобы собрать их всех, как покемонов. За собирательство серебряных сфер, которые валяются и тут, и там, в конце уровня дают как колокольчики и предметы одежды, так и целые уровни. И фотографируют того, кто этих баллов набрал больше. Золотые колокольчики – это валюта в магазине Zoom-Zoom. Их еще можно добыть на отдельных уровнях. Предметов кастомизации довольно много. Еще и с каждым новым миром ассортимент расширяется. Кстати, есть море костюмов в коллабе с другими студиями. Так что вы можете побегать в образе Кратоса, Элой или Нейтана Дрейка. Можно хоть каждый уровень пройти в разных костюмах. Только осторожно, ведь не мудрено в один из напряженных моментов перепутать сэкбоев и смотреть не на того, как с нами не раз бывало. Отдельное удовольствие играть на PS5 с DualSense. Вибрации разные, огромное количество. Трава шуршит, колокольчик звенит, канат пружинит, и ты все эти вещи можешь определить исключительно по вибрации, даже не глядя на картинку. Звук из динамика геймпада усиливает погружение. Но вот динамического давления для адаптивных триггеров, к сожалению, не завезли. Играть в кооперативе весело, но не сказать, что вы не можете помешать друг другу. Случайно схватить и кинуть, прыгая наткнуться или улететь сразу в пропасть, самозабвенно избивать врага и наградить парой лещей партнера. Было бы еще лучше, если бы кооперативных уровней стало больше, все-таки там взаимодействие раскрывается в полной мере. Однако и в обычных уровнях можно закидывать товарища выше прыжка, избавляясь от необходимости искать суперсекретный вход, получая ощущение, как будто ты перехитрил игру. Однажды, когда я замучилась проходить один и тот же уровень, я просто уже отложила геймпад. В итоге моего человечка взяли и пронесли на руках от начала до самого конца. И это оказалось тоже возможным. Больше всего нас зацепили музыкальные уровни.
Известные песни, бит, вибрация и офигенно срежиссированные кадры и пролеты камеры. Кстати, как и во всей игре. Притом, пока вы ковыряетесь, музыка будет в формате зацикленного узнаваемого ритма, который в нужный момент продолжится песней. Если бы вся игра состояла из таких же отлично срежиссированных музыкальных уровней, мы всеми руками за, даже за двойной прайс. Что не понравилось и немного огорчило, при том, что боссов здесь некоторое количество, и бои с ними все разные, с главгадом стычек несколько, и они совершенно одинаковые. Да-да, мы снова второй, третий, четвертый раз едем на этой платформе, закидываем его редкими бомбочками и уворачиваемся от всех невзгод, которые он на нас посылает. Естественно, битва усложняется, но кардинально меняется только задний план, который мы даже не сразу заметили, так как сильно сосредоточены на том, что происходит у нас под ногами. Как же мы обрадовались, когда после битвы с главным гадом открылась еще одна локация. Вот только чтобы на нее попасть, пришлось перепроходить уровни и добывать все возможные голубые сферы. А наградой послужили разрывающие все сущее несколько уровней, которые не просто проверяют, чему вы научились, а буквально добывают пот из ваших ладошек. Самый последний уровень очень длинный и крайне сложный. Никакого суперфинального босса или хотя бы катсцены в награду не последует. Просто карточка до новых встреч. Так что эту часть игры можете просто игнорировать, как последний сезон Клиники. О всех тонкостях и деталях можно рассказывать еще долго. Эту игру точно стоит изучить каждому самостоятельно. В итоге, это увлекательная, красивая игра, которая подарит вам много часов за приятным совместным прохождением. Sackboy — это не позорное продолжение франшизы Little Big Planet, и от смены разработчиков она не пострадала.